Хотите узнать универсальные темы общения, которые можно использовать со знакомыми и незнакомыми людьми? Тогда это видео вам подходит. Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Тема: топ-5 лучших тем для общения. Ребят, сейчас огромный спрос на общение. Кому-то общение нужно в работе, к примеру, для успешных переговоров, завязыванию полезных знакомств. Кому-то общение нужно для построения личных отношений. Как вы понимаете, целей и нужд в коммуникации огромное количество. Но практики у людей становится все меньше. Разрастаются города, меняется культура, все больше влияние интернета. Сейчас все поправим. Погнали разбираться. Первое. Окружающая обстановка и текущие события. Отлично, когда в разговоре есть так называемый соединитель, то, что происходит в данный момент. Оппонента не нужно долго вводить в тему. Вот она актуальность, и вы, и он ее считывают. Вы оба в этих обстоятельствах. Я однажды сплю у любовницы, и вдруг муж заявляется. Так мы с ним почти мгновенно в дискуссию вступили. Пример, конечно, своеобразный, но мистер Спич уловил ход моих мыслей. Есть соединитель, есть общие точки соприкосновения в теме. Даже классическая тема погода сюда заходит. Особенно если произошло что-нибудь необычное, и вы отразили это в разговоре. Другой пример. Вы на мероприятии. Тогда обсудите ваши впечатления, организацию, других гостей. Можно новости рассказать. Пожары, наводнения, конфликты. Ребят, не забываем включать внутреннего цензора, иначе любую тему можно довести до абсурда. Как дела у твоей мамы? Я, кстати, как в той песне, ее Второе. Интересы и хобби. Сюда подходят фильмы, книги, музыка, спорт, различные увлечения, еда и кулинария. Секс. Нет, секс не подходит. В этом пункте надо обсудить последние новинки, жанры, любимых героев, поделиться экспериментами. Тогда точно секс. Ладно, если умело, можно и про секс. Сейчас много озабоченных. Главное, что вы должны знать, люди любят обсуждать свои интересы, хобби, предпочтения. Это делает общение увлекательным. Оно будет продвигаться легко, и вы оставите друг о друге хорошее впечатление. Третье. Путешествия. Ребят, все ездили или хотят поехать в путешествие. Это классная тема для обсуждения. Собеседник погружается в приятные воспоминания или мечты. Кайфовые гормоны вырабатываются сильнее, чем от сладкого. Но весь этот эмоциональный приход оппонент будет связывать с вашей персоной. Выходит, путешествие уже не просто тема. Это уже стратегия. Мистер Спич, что ты молчишь? Аж непривычно. Тише, тише, психолог. Не прерывай мое путешествие на улицу красных фонарей. Четвертое. Планы. Мир так устроен, что мы просто не можем без планирования. Планы есть у каждого и на все. А если кто-то скажет, у меня нет планов, то хочу отметить, намеренный отказ от планирования – это тоже план. Конечно же, не стоит на первом этапе задавать вопросы о чем-то уж слишком личном. Привет, я Спич. Кстати, хотел спросить, тебе что ближе, захоронение или кремирование? А если не заходить за границы, тогда люди охотно делятся своими планами и ожиданиями от будущего. 5. Истории. Люди любят интересные и забавные случаи, особенно если они увлекательные и рассказаны хорошим юмором. Не стесняйтесь рассказывать что-то прикольное про себя. Это показывает, что вы не пытаетесь доминировать в общении. Это сближает. И, скорее всего, собеседник тоже поделится чем-то про себя. Короче, как-то покупаю я у сутенерши проститутку, а она, оказывается, ее дочь. А батя ееный у них заводилу. Ни хера себе, думаю, семейный подряд. Рубрика «Ответы живика». Я задал вопрос «Топ-5 лучших тем для общения реальным людям» и получил на него реальные ответы. Дмитрий, 52. Надо начать общаться. Главное начать. Второй же человек тоже будет проявлять инициативу, задавать вопросы разные. Ну, не в 100% случаев, конечно, человек будет активен, но в целом ответ правильный. Самое главное, ребят, если не получится раскрутить разговор, не берите на свой счет, просто ищите другого собеседника. Алевтина, 52.
Для начала нужно бы прощупать интересные для собеседника темы, закидывая общие темы и на основании откликов на них уже конкретизироваться в заданном направлении. Основные фундаменты, если с девушкой, это одежда, новости, кулинария, парни, техника, спорт, рыбалка, охота, экстрим. Ну, в целом, Алевтина думает точно так же, как и мы. Разобрали очередную важную тему, топ-5 лучших тем для общения. Давайте еще раз пробежимся по ее основным пунктам. Первое – окружающая обстановка и текущие события. Второе – интересы и хобби. Третье – путешествия. Четвертое – планы. И пятое – истории. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете об этом видео. Пишите сюда на YouTube, пишите в телегу. Давайте разбираться вместе, нам очень важно ваше мнение. Все, ребят, чао, это была «Психология без фанатизма», залетайте еще, мы вас ждем, а пока подписывайтесь и пальцы вверх!